Семочка. Вас заинтересовали анцидиумы и котлеи, бульбовые орхидеи. И дендробиумы нобели. И дендробиумы нобели. Хорошо. И тебя тоже, да? Сейчас начнем. Сейчас все покажем. Добрый день, друзья. Ушки на месте. Музыкальное сопровождение тоже. Можно начинать. Сегодня рассказ о бульбовых орхидеях. Очень многие боятся их выращивать. Боятся, что не получится. Но помните, летом мне подарили маленькую орхидею анцидиум. Состояние было просто невероятно плохое, если можно так сказать. И я эту маленькую орхидейку разделила на 3 части. И все 3 части посадила. Вот сегодня я вам покажу эту орхидею. А в каком она была состоянии изначально, вы можете посмотреть в плейлисте о бульбовых орхидеях. Ссылку я оставлю в правом верхнем углу экрана. Ну и, конечно, мои котлея, дендробиум нобели, который я обещала показать, когда хоть немного цветов распустится, и мильтониопсис. Давайте начнем с малышек. Правда, сажала я 3 орхидеи, но одна так и погибла. И причину эту я сразу называла в прошлом видео, потому что бульбовые орхидеи желательно сажать и вообще покупать, когда у них не менее 3 бульб. У маленькой орхидеи было 3 бульбы, но посмотрите, они совершенно высохли. Один маленький новый ростик. И этот ростик, он и не погибал, но и не было никакого движения. Видно, что там есть корешки. Мне даже показалось, что от него сразу пошел еще один рост, но это оказалось совершенно не так. Видимо, не хватило сил, даже если он там намечался, он, видимо, погиб. Не хватило у орхидейки сил. И почти 3 месяца она стояла без движения. Может быть, она внутри наращивала корни, что наверняка. Потому что такие орхидеи, они выращивают корни только от новых ростков. От старых бульб никогда не растут корни, но они очень зависимы от этих старых бульб. Они вообще зависят друг от друга, потому что старая бульба всегда все питательные вещества отдает новому росточку. И вот так может погибнуть. Здесь даже было не 2 бульбы, а 3. Вот одна совсем скрючилась, сухая, и еще 2 сухарика стоят рядом. Но через 3 месяца я заметила прогресс. А какой прогресс у таких бульбовых орхидей, у анцидиума? Она начала наливать бульбу. Вот видите, это просто как бы травка растет. И вот здесь внизу появилось утолщение. То есть стала наливаться бульба. А когда нальется бульба, тогда орхидея может дать новый рост. Например, как на этой орхидейке. Вот это был первый ростик. Посмотрите, какая маленькая бульбочка. Но она стоит кругленькая, плотненькая. И сразу она дала 2 ростик. И эта бульба значительно крупнее. Но наверняка у этой орхидеи наступил период покоя, потому что нового роста не появляется. Аккуратно уберу грунт и покажу. А корни растут. Вон там видно корешки. Но беда в том, что когда мне отдали эту орхидею, у нее было очень много проблем. Во-первых, были вредители. А вредители – это
клещи. С клещами бороться, как всегда, очень сложно. А во-вторых, клещи являются разносчиками всяких разных заболеваний, как грибковых, так и вирусных. Даже бактериалку могут перенести. Они кусают растения и соком предыдущего передают вот эти все заболевания. Я ее лечу, но лечение таких орхидей очень сложное. И до сих пор есть пятна, сохнут листики, даже вот такой сёма. Вот такой молоденький орхидеи сохнут кончики листьев. Но они растут, и я надеюсь, что зацветут. Ну, по крайней мере, вот это. И мы узнаем, что это за орхидея, потому что это мое предположение, что это анцидиум. Я знаю, что многие хотели бы иметь такие орхидеи в своих коллекциях, но не решаются, потому что за ними другой уход. Не так просто, как с фаленопсисами. Но это думают именно те люди, которые хотят, но боятся. А я считаю, что за этими орхидеями уход проще, чем за фаленопсисом. Во-первых, орхидея может сама просигнализировать, когда ее нужно полить, а это очень важно. И поливать их нужно чаще. И вот любителям полива орхидей как раз подходят такие орхидеи. Как орхидея нам сигнализирует о том, что у нее недостаточно воды, ей недостаточно полива. Вот это замечательный пример, когда не было возможности или времени полить орхидеи, и как у орхидеи только начинают расти такие сморщенные в гармошку собранные листики, это значит, орхидеи не хватает воды. Грунт у таких орхидей должен быть слегка влажный всегда, а бульбы не должны иметь никаких полосочек. Вот на этой орхидее сейчас есть полосочки, ее пора поливать. И после полива бульба становится опять гладкой, вот как на этом маленьком анцидиуме. Все просто. Но заливать так, чтобы стояло в горшке болото, тоже нельзя. Верхняя часть грунта должна просыхать. Если она будет оставаться все время влажной, сами бульбы будут загнивать. И еще, когда орхидея отцвела, не нужно ждать, пока высохнет старый цветонос, его нужно сразу отрезать, потому что она у меня стояла высоко, и я не успела отрезать этот цветонос. Причем отрезать как можно глубже. Точно так же нужно ухаживать и за котлеями. Это настолько у меня возрастная котлея, которую я все время хочу пересадить, но она без перерыва цветет, выпускает новые росты. Вот сразу отцвела, и вот идет новый рост. Никак не хочет уходить в период покоя. Да и период покоя у них определить, конечно, несложно. Вот когда орхидея перестает выпускать новые росты, или начала расти маленькая следующая бульбочка, и вдруг она затормозила в росте. Вот это период покоя. Но он бывает месяц от силы 2. Но вот пока орхидея не успокаивается и цветет. На ней много старых листьев, потому что бульба на котлее цветет только один раз. Второго цветка вы никогда не дождетесь. Бульбы пока не погибают старые, но листья желтеют. А отрезать у бульбовых орхидей вот эти старые туберидии, не буду я называть этими правильными названиями, можно только тогда,
когда он полностью высыхает. Вот эта зависимость их друг от друга, она очень сильная, потому что у них общий корень. Почему я вам все время показываю вот эту сторону? Потому что здесь видно, что вот эта часть ризома – это корни от бульбы. А ризома – это их общий корень. И они растут от этого общего корня. И потому старые бульбы отдают все питательные вещества новым бульбам. И вот они, маленькие корешки от новых бульб. Вы думаете, это только один? Ничего подобного. Сейчас я поверну. И вот он, еще один новый рост. Вот он. Вот он. А вот здесь побольше уже есть. Вот сейчас еще поверну. Вот есть побольше. Если орхидеи хватает питания, то она цвести будет. Вот у меня цветет уже почти год. Все время нарастают новые бульбы, все время есть цветонос, но я их все время удобряю. Потому что без удобрения бульбовые орхидеи цвести не хотят. Я вам обещала показать дендробиум нобили, когда он зацветет. Вот появились первые цветы с очень приятным ароматом. Кстати, все бульбовые орхидеи, они ароматные. И в прошлый раз я говорила, что из такой почки может появиться 3, 4, 5, 6 бутонов. Вот у меня здесь на этих почечках уже видно, что 4 бутона, 4 бутончика. Здесь еще под листиками спрятаны. Вот есть еще бутончики. В общем, цвести будет очень красиво. Вот распускаются. Единственная непривлекательность дендробиума нобили и дендрофаленопсиса – это то, что после цветения, после 2-3 лет роста бульбы становятся лысыми. Они сбрасывают все листья. Но такие бульбы тоже отрезать нельзя. Вот пока она полностью не высохнет, ни в коем случае не отрезайте такие бульбы. И вот когда вы задумали купить такое растение, то есть любую бульбовую орхидею, их действительно много, и уход за всеми очень похож, то купите орхидею, у которой есть 3-4 крупных здоровых бульбы. Новый рост будет оттягивать на себя все питательные вещества из этих бульб. И если хватит этого запаса, то он прекрасно вырастет. Но бывает такое, что смотришь на цветок, который продают, а у него одна бульба огромная, цветонос из этой бульбы, и все. А это очень мало для таких орхидей. Вот видите, мы пытаемся вырастить один такой ростик, но так при этом было 3 бульбы, и все равно ему очень-очень сложно расти. Но уж пока он вырастет, пройдет очень много времени, пока такая орхидея зацветет. А в общей сложности уход очень простой. Кстати, от бульб, вот от этих бульб, тоже, когда они во взрослом состоянии, все листья отпадают. Это не фаленопсис, который все время пальмой держит листья, и только снизу отпадают листья. Здесь именно листья отпадают от бульб, и как-то не всегда красиво. Так и хочется вырезать эту бульбу, но нельзя. У них есть зависимость друг от друга. Вот такие орхидейки, вот такие красотки у меня цветут и сейчас.
и продолжают цвести. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Усыпили кота. Совсем скучно. Просыпайся. Ой-ой-ой-ой-ой.